Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня предлагаю приготовить муссовый облепиховый торт. В составе торта миндальный декуаз, облепиховая прослойка и шоколадный мусс. Покрыла я этот торт велюром, но также его можно покрывать и зеркальной глазурью. Готовить я буду в силиконовой форме бюш или буше. Продается она в двух вариантах, либо одна эта форма, либо в комплекте с рифленым ковриком. Я купила с ковриком, он вот таким образом стелится внутрь и дает очень красивый рисунок на поверхности торта. Ну, конечно же, этот торт можно делать и в кольце 18 см. Для миндального декуаза мне необходимо 2 белка от яиц среднего размера, 50 граммов миндальной муки, у меня получилось 3 столовые ложки, 60 граммов сахара, это 2 столовые ложки с верхом, половина столовой ложки пшеничной муки, 15 граммов и пару чайных ложек сахарной пудры для того, чтобы посыпать декуаз сверху. Для облепиховой прослойки 250-260 граммов свежей облепихи или 200 граммов облепихового пюре, 60 граммов сливочного масла, 2 яйца, 2 столовые ложки 50 граммов сахара и 7 граммов желатина, плюс 35 мл холодной воды. Я его уже замочила. Вместо 2 яиц можно взять 3 желтка, но тогда белки останутся, а я по возможности предпочитаю безотходное производство. Для шоколадного мусса мне необходимо 150 граммов черного шоколада, содержание какао 70%, 40 граммов растительного масла без запаха, у меня это получилось 4 столовые ложки, 8 граммов желатина плюс 40 мл холодной воды, 2 оставшихся желтка и 1 яйцо, 2 столовые ложки 50 граммов сахара, 50 граммов молока и 200 граммов жирных сливок для взбивания или отвешенной сметаны. Сливки пока я убираю в холодильник. Первое, что нужно сделать, это замочить весь требуемый по рецептуре желатин 7 и 8 граммов. К 7 граммов добавляем 35 мл холодной воды, к 8 граммам 40 мл. Все перемешиваем и оставляем набухать. Подготовьте противень, застелите его пергаментом. И если готовите торт в кольце, нужно выпечь 2 диска декуаза диаметром 16 см. Один можете печь в кольце, для другого просто нарисуйте такой же круг. Мне нужно 2 прямоугольника 7 на 23 см. Именно такой формы у меня нет, поэтому я буду печь один прямоугольник и потом просто разрежу его пополам. Также включите духовку и разогрейте ее до 190 градусов. К миндальной муке добавляю просеянную пшеничную муку, сюда же чайную ложку сахара от общего количества и все перемешиваю. Белки с щепоткой соли взбиваю сначала на малых оборотах, потом на больших, постепенно добавляя сахар. Взбиваю не до жестких пиков, а до так называемого птичьего клёва. Вот так достаточно. Ввожу в белки сухие ингредиенты в 2 приема и аккуратно перемешиваю движениями сверху вниз. Готовое тесто отсадите с помощью кондитерского мешка или файлика, либо просто распределите на 2 диска и разровняйте лопаткой. Сверху декуаз посыпаем сахарной пудрой, довольно обильно. Все, теперь перемещаем его в хорошо разогретую духовку на 8-10 минут. Если духовка у вас электрическая, включите конвекцию. Декуаз готов, он так приятно зарумянился сверху, и на нем образовалась такая тоненькая корочка. Очень сильно не жмите, а то проломите. И теперь ему нужно дать остыть. Можете с противня его убрать, бумагу отделять пока не нужно. Измельчите облепиху любым удобным для вас способом. Разбейте в сотейник 2 яйца, сюда же добавьте сахар и все хорошенечко разболтайте до однородности. Сюда же отцедите 200 граммов облепихи. И опять же перемешайте. Переместите сотейник на плиту и при постоянном помешивании на небольшом нагреве доведите массу до легкого загустения. Периодически приподнимайте сотейник, чтобы не допустить заваривания яиц. Промешивать массу нужно довольно интенсивно по всему дну. Когда масса загустела, выключите нагрев. Добавьте сюда же набухший желатин и сливочное масло. И слегка помешивая, добейтесь полного растворения и того, и другого. Облепихе нужно дать остыть, либо прикрыв ее пищевой пленкой в контакт с поверхностью, либо периодически помешивая. У остывшего декуаза я убираю излишки бумаги и пока облепиха остывает, ставлю его в морозильник. Если у вас 2 диска, ставьте оба. Прошло 35 минут, этого вполне достаточно, чтобы облепиха остыла, а декуаз немного подморозился. Достаю его из морозильника и выливаю сверху облепиху. Если у вас 2 диска, то вы выливаете облепиху на тот диск, который в кольце, и потом аккуратно прикрываете вторым. И теперь эту внутреннюю вставку нужно отправить в морозильник как минимум часа на 3.
Если готовите торт не торопясь, можете оставить до следующего дня. Можно прикрыть ее пищевой пленкой, чтобы не впитывались запахи морозильника. В сотейнике смешиваю сахар и молоко. Ставлю сотейник на плиту и довожу массу до кипения и полного растворения сахара. Пока молоко греется, разбалтываю желтки и яйцо. Не прекращая перемешивать, добавляю к ним кипящее молоко. И возвращаю все обратно в сотейник. Не прекращая мешать, прогреваю желтки на небольшом огне до 70 градусов, то есть до очень горячего состояния, изредка приподнимая сотейник. Можно сделать это и в микроволновке в 3 приема. Нагрев выключаю. Процеживаю массу в ту же посуду, чтобы не попал заваренный белок, и взбиваю до пышной пены и остывания. Взбивать нужно не меньше 5 минут. Вот такая масса получается. И пока мы ее отставляем. Теперь до пышности взбиваем охлажденные сливки. Сначала на малых оборотах, потом на больших. Вот так. Также пока отставляем вместе с миксером. Теперь нужно растопить шоколад и желатин. Можно это делать в микроволновой печи, можно на водяной бане, как вам удобнее. Шоколад не нужно перегревать. Нужно растопить его до 50 градусов. Для этого не оставляйте его без надзора, помешивайте. И топите или в микроволновке в несколько приемов, или снимайте с водяной бани и перемешивайте. В растопленный шоколад вливаю растительное масло, перемешиваю, добавляю растопленный желатин. И все быстро перемешиваю. Делать это нужно быстро, потому что шоколад на глазах начнет схватываться. И теперь соединяю шоколад со взбитыми сливками. И сюда же добавляю заваренные желтки. Аккуратно все перемешиваю. Мусс готов. Очень нежный, очень шоколадный, очень вкусный. Можно собирать торт. Форму сразу устанавливаю на доску, чтобы удобнее было перемещать в морозильник. Достаю внутреннюю вставку, снимаю бумагу и вырезаю из формы. Как я уже говорила, мне придется разрезать вставку на 2 части. Половину мусса выливаю в форму. Коврик у меня постелен рельефом вверх. Немножко постучу, чтобы избавиться от лишнего воздуха. Теперь погружаю одну часть и притапливаю ее. Закрываю оставшимся муссом. И погружаю вторую часть. И также ее утапливаю, выводя все на одну плоскость. Все. Немного мусса у меня осталось, так как мне хотелось впихнуть как можно больше облепихи, но кольцо 18 см немного больше по объему, поэтому будет в самый раз. Закрываю пищевой пленкой и в морозильник до полного застывания. Торт готов, он полностью заморозился. Освобождаю его из формы. Снимаю пленку и сначала немножко отгибаю края. Теперь освобождаю весь торт и переставляю его на решетку. Теперь снимаю коврик. Делаю это аккуратно, чтобы не нарушить рисунок. Вот посмотрите, какой он красивый. Он красивый даже без всякого покрытия. Но я все же покрою его велюром. Велюр я уже подготовила, смешав 50 граммов растопленного молочного шоколада и 50 граммов какао-масла. Краситель никакой не добавляла. Хочу сохранить естественный шоколадный цвет. Подставляю мою боевую коробочку и вперед. По цвету покрытый тортик почти не отличается, только при ближайшем рассмотрении можно увидеть, что поверхность его стала велюровой, бархатной. Ну и вот так вот можно по нему постучать уже, так как велюр хорошо застыл. И теперь его можно перемещать на сервировочную тарелку или на подложку. Кстати, хочу поделиться с вами своим ноу-хау. Когда я промываю краскопульт, я набираю в колбу горячую воду со средством и прогоняю ее. И вот когда я ее прогоняю, я заодно промываю все ребристые силиконовые поверхности. Вода идет под давлением и очень хорошо промываются все выемки. Так как торт сам по себе очень красив, я не стала особенно мудрить с декором, сделала бордюр из облепихи и поставила сверху вот такую шоколадную ленту. Облепиха на месте у меня держаться не хотела, убегала во все стороны, и мне пришлось пойти на некоторую хитрость. Я взяла зубочисткой и глюкозой на подложке нарисовала небольшой след и посадила на него как на клей облепиху. Вот такой осенний облепиховый торт с шоколадным муссом у меня получился, и обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам творческих успехов! Благодарю вас за просмотр и желаю успехов во всех ваших начинаниях. До новых встреч! Кухонные фишки!